Здравствуйте, мои дорогие. Давайте откроем секреты чашечки и посмотрим, что она хочет нам сказать. Как интересно образовалось. О, давайте же все-таки посмотрим прошлое. Но это очень похоже на какую-то гору, которую вы пытались обойти. Также я вижу, что у вас получится это сделать с помощью какой-то очень интересной идеи. Вы прям перепрыгните ее, и у вас для этого есть все, чтобы это сделать. Но вы только в начале пути. Причем движет вами какая-то великое желание, допустим, да, может даже мечта какая-то вами движет. Также, но я все-таки вижу, что это какой-то такой нелегкий путь, да, вот вами проделан частично, но вы вот выбираетесь, вы как выбираетесь из какого-то затруднения сейчас. Хорошо. Я думаю, что вы можете, кстати, видеть еще какие-то знаки, между прочим. И вот правильно, что иногда даже пишете, что я увидела это, я увидела то. Это ваше. Я потом, допустим, когда смотрю видео, я тоже вижу совсем другое, что я видела сейчас. Это очень интересно. А ведь Вселенная различными способами дает знаки какие-то для вас, да, то есть они, допустим, таким способом тоже могут с вами общаться и передавать эти знаки. То, что уловило ваше подсознание, то, что уловил ваш взгляд и обработало подсознание, это и есть правильно для вас тоже. Так, а здесь вижу какой-то караван. Караван идет. Есть что-то, что сверху у вас даже вот как-то подталкивает, тащит вперед. Большой караван. И я вижу, что этот караван действительно достигнет пути по сути, по поговорке, да, вот караван идет, собаки лают, караван идет. Это все-таки то, что вы идете своим путем, идете правильным путем. И все, что кажется, что под ногами мешает, это не мешает, да, то есть они наоборот, когда собаки лают, караван как подстегивает идти еще дальше, дальше, дальше. Вот, ну, по сути, такой принцип работы, да, каравана. Давайте же смотреть дальше. Так, у меня собачка там. Окей. Два человека спорят о чем-то. Один говорит ехать, второй говорит, нужно... Ну, тут вот один говорит, я вот корабль, да, такой, нужно собираться. И там эта женщина, она в виде корабля. Это надо такое, потому что сама конструкция вот этой женщины, она как корабль с мачтами уже расправила все паруса и готова идти. За ней еще какой-то малыш или же какой-то маленький человек. Большая идея в голове. Какие-то планы. Но это какая-то... Угу. А не кажется ли вам, если вы вот в роли этой женщины, которая едет куда-то, что-то вы тут задумали, оно какое-то слишком замудренное такое, слишком хитроплан какой-то. Или же вы, если вы в роли того, кто отговаривает, то тогда этот хитрый план у женщины в голове слишком заполонил ее мысли, она просто, она не услышит вас, ваши доводы не ехать и так далее. Давайте посмотрим, насколько вообще важно вот для женщины, которая здесь показана, куда-то двигаться. Если есть у кого-то такая мужчина и... Ой, там говорят о том, что мужчина какой-то, с которым она общается, проблемы у них в отношениях. Это любовь. Так, у кого-то из этих двух людей есть проблемы в отношениях, да. Может, это между вами, вот те, которые спорят, проблемы в отношениях. Что скажут люди, вот такое здесь идет. Но здесь еще говорят, что вам дают возможность, большой шанс вы исправить эти отношения, пойти правильным путем, и вам дают эту дорожку.
Женщина куда-то собралась, распушила паруса, а мужчина со скалкой стоит. Это надо вот такое. А она как корабль большой. Плывет куда-то, еще и ребенка забирает. Вот у кого такая ситуация, мужчина там, он очень сильно отговаривает вас, но он ниже стоит, будто бы на коленях просит, и скалкой машет. В общем, все методы применяет. А женщина нет, женщина непоколебима, она прям вот все, она идет. Она прям через него готова переступить, если он еще упадет. Ну вот такая ситуация. Тут говорят, что есть шанс на исправление отношений, что будет стабилизироваться отношения, между прочим, тогда, когда... Есть маленький секрет. Женщина, наверное, знает этот секрет. Она уедет, а мужчина без нее не сможет, он вернет ее. Вот так. Если вы в роли той, которая женщина, ну, скорее всего, это правильно. Вы тут очень правильно все продумали. Он не сможет без вас, и он все-таки будет вас возвращать. Будет применять различные методы, вплоть до того, что задействовать различных людей, чтобы вас вернуть. Каким образом? Ну, это у всех по-разному. И будет новое начало. 2А показано и 7. Тут вообще какой-то магический момент. Может быть. Ну, тут встреча, что-то связано с тем, что как-то так магически получилось, что вы встретитесь потом. Интересно. Если у вас уже случился такой момент, и вы куда-то уже двинули, вот, то мужчина вас будет возвращать. Он поставил себя во главе ситуации и сказал: я сделаю все, чтобы ее вернуть. Он будет писать вам, он мечтает о вас уже сейчас, он не может, он сделает все, чтобы стать тем, кем вы хотите его видеть. Вот он станет таким. Если вы хотите видеть другое лицо, он пойдет пластическую операцию делать. Вот до чего довели человека. Если хотите, чтобы он там разбогател, он пойдет, он, смотрите, как он трудно работает, тяжело работает, чтобы сделать то, что вы хотите. Ого, ну вы даете. А чтобы дать вам то, что вы хотите, вы для него все. Вот это отношение. Вот это я понимаю, конечно. Для мужчины это комфортно, вот, если вы в роли такого мужчины. Вы знаете, это ваш долг, вы считаете, что это ваш долг, потому что женщина, она, конечно, это вот то, что вам попалось, это просто клад, эта женщина. Для такой женщины мужчина сделает все. Для этой женщины мужчина, кто он? Кто он? Ну, это тот, который для нее сделает все. Больше ничего не хочу сказать, потому что для вас и так хорошо. Хотя вы и без него сможете, но мужчина без вас нет. Ну, это он вас ждет. Вы вообще просто тут принцесса ходите. Он не сможет без вас, уже будет все, уже будет связываться с вами. Тут показана история двух людей. Прекрасная история, конечно, но мужчина здесь чувствует своим долгом эту женщину вернуть и все. Ну, пускай так и будет. Что? Так. Ну, тут это самая громкая история. В чашечке. Дальше идет 7В. Может, это класс 7В какой-то. Начало. Дальше слово апте. Может, аптека? Почему так? Что с аптекой-то? Может, достать какие-то лекарства. Вот. Ну, короче, тут говорят, что вы достанете для вас. Вы ждите. Ну, не знаю, вот такое что-то идет. Это надо такое вот еще. Дальше, буква Ю. Кто тут мои? Вот смотрите, какая. Сейчас я вам покажу. Видите? Сейчас. Вот Ю. Вот, раз, два. Ну, или вы что-то еще увидите. Ю так точно здесь. Вот прям с моего ракурса это точно Ю. Вот. Чтобы не говорили, что я тут себя. Ну, тут, значит, Ю. На Ю знаю в основном имена, правильно ведь? Юрий, Юлия. Может быть, что-то связано с названием местности на Ю. Прям вот Ю. Вообще какие-то слова, может быть, сможете вот прочесть, я сейчас вам покажу. Вот. Так, тут также человечек показан, который занимается собирательством, что-то собирает, что-то руками делает. Может, он собирает какой-то прибор
а может он собирает что-то, вот как в земле, знаете, когда. И старается, это его такая деятельность кропотливая, которой он может заниматься, и которой занимается вроде как в удовольствие. Она принесет ему, ну, как доход. А вы знаете, вот опять возвращаясь к этим двум людям, вы создали очень многое. Вы сидите на большом мешке золота, которое создали вдвоем. Это могут быть действительно финансовые какие-то материальные блага, а могут быть и ну, что-то более серьезное, да, то есть такую пару нельзя разрывать. Ну и женщина все равно знает, что делает, но они интересная пара такая. Так, ну много чего тут прожито было. Здесь вот тоже идет как отсчет времени какой-то. И типа вот как спрашивают, когда. Давайте посчитаем, когда. Если у вас есть вопрос, когда к какому-то вопросу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. И вот с 8 по 9 очень длинный такой период будет. И какая-то дорога. 10, 11, 12, 13. От с 12 по 13 период, это могут быть месяцы, это могут быть года, конечно, или недели, но мне кажется, месяцы. С 12 по 13 какая-то такая ситуация, когда вот дом показан, либо офис какой-то, и вверх вот что-то связано с домом, крыша, опять какой-то дом, как бы поиск, что ли, жилья или поиск места. 13, 14, 15, 16, 15, 16 периоды идет почему-то вот как занимаетесь своей фигурой. 13, 14, 14, 15. Здесь какое-то интересное. Как животное какое-то. На кошку похоже. Не знаю, с чем связано. Ну, в общем, может быть, в доме. Кошка в доме. И это как неплохое что-то. Это как вот что-то выпускаете в дом для того, чтобы как запустить хорошую энергию. Так, 16, 17, 18, 19. Какая-то развилка там идет, да, то есть на 19 периоде может быть решение. 20. Ой, здесь как 20, и вот как идеи какой-то загоритесь какой-то идеей. И тут как беременная женщина какая-то. Или же вот действительно в положении. Так, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. С 27 по 28 будет какой-то как переход. Очень правильный мостик тут идет. 20. До 29 размыто. И много-много событий каких-то идет. 30. 31, 32. Это сколько уже лет, если по месяцам. Но, вот как-то так, но, и вы решаете, вот как стрелой идет вверх, да, вот развитие идет вверх. Вы уже можете, то есть вот именно то самое направление, да, вот идет, заканчивается на 32-м периоде. Вот так. 30-й период, где-то вот 29-30, да, тут идет как зацепка какая-то, да, крючок за что-то вас что-то цепляет. Человек в роли шута. По карте шут, да, то есть человек, который идет вот как рискуя, и он смешон, кажется, насколько, у него большое сердце. Почему показывают этого человека? Больше говорят о том, что вот эта идея, да, она движет вами, какая-то идея в сердце, и у вас должно все получиться. Так, что тут еще? Может, вы что-то видите, просто там уже размытое здесь у нас.
Энергия такая. Ой, автомобиль. Автомобиль едет, нагружен по такой холмистой местности. И я вижу, что тут может как переезд какой-то или поездка очень серьезная на длинную дистанцию. Я вижу, что вы как возвращаетесь туда, где были, вот, там какую-то проблему решаете. Но я там вижу, что добавляется что-то еще. То есть там вот вы приезжаете, а там вопрос еще какой-то добавляется к этому всему. Ну так чаще всего-то и бывает, что рассчитываешь на одно, да, а там еще что-то добавляется, вот как будто бы к вам. Так. Очень интересный рисунок. Тело. Так, и вот на левой ноге, в месте, где вот нога крепится к тазу, да, там какое-то, там что-то есть. Что это такое? Почему она показывает? То ли знак какой-то. Это указывает на человека. Может, это какой-то единичный момент, я кому-то говорю, это же не может у всех быть, может, там татуировка какая-то. И что это за человек? Это татуировка какая-то. Мои дорогие, здесь может быть прям вот кому-то точечно, не может же быть у всех такое, которая была сделана давно, и сделана, она имеет какое-то значение не очень приличное, может быть, или то, что хочется утаить. Вот. Это, наверное, человека вы такого встретите. Не знаю, мужчину, может быть. Но если вы поймете, он вам объяснит, то есть этот человек, вот что-то такое идет. Кому это? Потому что там типа как тоже вот общество осудит. Зачем это? Ну, не знаю. В общем, тут нужно как-то разобраться вам. Потому что для кого-то это было. Так, это если, допустим, вот есть такое, да, то тогда принимайте. Вообще как-то кажется немножко глупым, но в любом случае это было. Так, здесь у нас что? Паучок. К чему этот паучок? Причем тот паучок, который метит что-то вот как внизу достать. Какой-то план у паука. Боже, что это такое? Это что? Кто-то на вас... Покажите, что это за дела такие. Какая-то тетка, паучиха, видите? Подарок несет. Встретиться с вами хочет. А это что? Почему она как паучиха? Просто у нее какая-то проблема с мужчиной. Сложности. Почему она как паучиха? У нее какие-то странные желания относительно мужчины. Она вам будет связываться с вами. Кто она вам такая? Очень хитрая какая-то натура. Проблема. Для вас она проблема. Ну, по-разному можно, конечно, подумать, да, вот кем бы ни был человек, просто что вам делать с ним? Что делать с ним? Для вас это действительно сложно. И отказать сложно, и ну, не знаю, и говорить с этим человеком сложно. Вам помогут высшие силы сверху, что-то вот помогут, да, вот какой-то момент создадут для того, чтобы вы могли вырваться из этой лапки паучка. Ну, не знаю, кто это вам человек этот. Так, тут еще вижу такую туфельку. Кто-то красиво так нарядил, видимо, себя. И идет, туфелька красивая. Далеко идет. Угу, смотрите, какие перемены. Ага, нарядился и идет к мужчине. Если вы мужчина, к вам идет прекрасная женщина. Нарядилась и идет. Будет встреча. Эта встреча пройдет хорошо. В каком-то общественном месте.
Если это вы, женщина, вы нарядитесь и пойдете навстречу. Прекрасно. Вы примете ухаживание этого мужчины. В общем, тут, если два человека встречаются, очень интересная встреча. Что может быть дальше? Ну, вот как-то так. Небольшие сложности, что у одного, что у второго. Какие-то проблемы могут быть изначально. Но я вижу, что мужчина ценит женщину, и там может быть очень сильное развитие. Да, тут будет вам дан шанс. Вот, тут говорят о встрече. Шанс на победу, это отношения тоже могут быть завязаны. Тут, если кто собирается навстречу и наряжается, вот-вот, это будет прекрасно. Кто-то работает, не покладая рук над своим каким-то делом. И вот эта кирка, она показывает то, что... Ой, человек прям в руках ее держит и вверх поднимает. Значит, тут победа. Дошел до... ну вот как киркой бьют по руде, как это вот по горной породе, да, чтобы руду добыть. В общем, вы дошли до золота, до клада. И кричите: ура, как все правильно получилось. Хорошо, что я не остановилась в метре от успеха. Получилось. Вот тоже прекрасный такой знак. Так, мои дорогие, тут сердечки еще вот на дне прекрасно. То есть тут любовная тема тоже просвечивается очень хорошо. Любовная дорога, машинка едет тоже с сердцем. Так. Одна мечта, так интересно показано, вот как одна мечта перевернулась, да, а вы все-таки идете дальше, грунт толще становится и под ногами крепче, да, то есть вот эта мечта, она была как основой тоже для того, что будет у вас дальше больше. Вы создаете свой грунт, свою основу для будущего счастья. Вот так. Так, вижу карту. Похоже на карту Европы. Вот такое что-то, да. Кто-то в Европу, например, собрался. Там вас ждет... Ну, вот по этому знаку, который я вижу, это... Ну, больше радости, конечно, да, больше радости, но есть и сложности, потому что фигурка такая темная, и за плечами небольшой такой, как рюкзак. Это все-таки говорят, что ну, дорога путнику, как выстилается перед путником, если путник идет, да, если путник не сдается. Интересные знаки, много таких прям событий каких-то нам рассказывают. Но я бы хотела на этом закончить. Тут вот это «но» мне прикалывает, как будто бы что-то там «но». Ну-ка, стой. «Но». Ну вот как-то что-то есть такое, когда вот вы можете это взобрать, но сама себе говорите или сам себе говорите «но не могу, потому что». Понимаете? Я не знаю, получилось ли попрощаться, но я бы хотела все-таки сказать большое спасибо вам за то, что вы здесь. И не знаю, почему прерывалось это видео, но спасибо вам за ваши лайки, комментарии, за поддержку финансовую. Благодарю за ваше вообще участие в моей работе. И пускай Вселенная вас благодарит в разы больше. Всего доброго. Пока-пока.